Привет, мои дорогие друзья! В этом видео будем готовить сырный пирог. Звучит, конечно, ужасно. Для нашего слуха более привычный чизкейк. Вкус у этого сырного пирога восхитительный. Сверху лежит мягкий слой карамели, в середине пружинящий сливочный сыр, а внизу хрустящий тарт. Сначала готовим песочную основу. Просеиваем 200 грамм муки и 80 грамм сахарной пудры. Просеивание помогает лучше замешивать тесто без комочков. Мне очень нравится вкус и текстура, которые придают орехи. Вот и решила добавить миндаль. Можно добавлять любые орехи или готовить вообще без них. Орехи можно купить в готовом виде или взять целые и измельчить в блендере. Добавляем 50 грамм молотого миндаля в муку. Еще немножко соли, буквально щепотку. Теперь перемешиваем. Я буду это делать миксером, но можно и венчиком. Нам нужно просто все смешать до однородности. Берем 120 грамм размягченного сливочного масла. Упаковка с метками, можно сразу отрезать нужное количество. Масло режем на кусочки и добавляем к муке. Теперь нужно перетереть масло с мукой. В смеси должны остаться маленькие кусочки масла размером примерно с горошину. Для теста понадобится одно яйцо. Его слегка взбиваем в отдельной посуде. Добавляю яйцо и замешиваю тесто. Получается вот такая песочная крошка. Тесто с одной стороны рассыпчатое, а с другой хорошо скатывается и держит форму. Выкладываем примерно половину теста на пищевую пленку. Заворачиваем края пленки и раскатываем скалкой. То же самое делаем с оставшимся тестом. В результате у нас получается два пласта раскатанного теста. Убираем их в морозилку на 20 минут. Тесто подморозилось и держит форму. Раскрываем пленку с одной стороны, присыпаем немного мукой, накрываем бумагой для выпечки и раскатываем тесто скалкой. Из этого теста нужно будет вырезать круг диаметром по вашей форме. Вырезать можно специальным кольцом или тарелкой нужного размера. Дно формы застилаем бумагой. И с помощью пленки перекладываем круг в форму. Берем второй пласт теста, также присыпаем мукой, накрываем бумагой и раскатываем. Затем нарезаем на прямоугольники, высотой чуть больше, чем высота формы. Из этих кусочков будем делать бортики для тарта. Вместо стыков лепим руками. Так у нас получатся ровные стенки одинаковой толщины. Дно прокалываем вилкой. Застилаем бумагой для выпечки нашу основу. И берем специальные камни. Если их нет, можно использовать крупу в качестве пресса. Этот груз не даст тесту сжаться и основа сохранит форму. У меня для этих целей есть мешочек с солью. Ставлю его в форму и отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. После этого убираем утяжелитель, снимаем бумагу и еще раз ставим в духовку на 15 минут при той же температуре. Теперь хорошенько промазываем все края тарта яйцом и ставим в духовку на 3 минуты. Вот такая основа у нас получилась. Пока она остывает, займемся сливочной начинкой. Берем 200 грамм сливочного сыра. Лучше всего брать именно сливочный, а не творожный. Иначе получится ватрушка, а не чизкейк. Идеальный вкус, на мой взгляд, получается с маскарпоне. Добавляем 60 грамм сахарной пудры и перемешиваем. Можно использовать и сахар, но замешивать сыр с сахаром придется дольше. С пудрой получается быстрее. Замешивать нужно только до объединения. Взбивать нельзя, чтобы не образовались пузырьки воздуха. Теперь добавляем столовую ложку кукурузного крахмала. Крахмал поможет избежать трещин. Перемешиваем и добавляем яйца. Понадобится 2. Вмешиваем их по одному. Как только одно яйцо перемешалось, добавляем второе. Добавляем 100 мл жирных сливок. У меня жирность 33%. Наливаем в сырную начинку 10 мл лимонного сока и перемешиваем. Лимон нужен, чтобы нейтрализовать яичный привкус. Выливаем начинку в основу. Если все же появились пузырьки воздуха на поверхности, то их нужно лопнуть. Ложкой или шпажкой. Так поверхность будет ровная, без трещин. Лучше всего выпекать чизкейк на водяной бане. Пар делает десерт более гладким и воздушным. Для этого я наливаю кипяток в 2 горшочка и ставлю на решетку рядом с выпечкой. Выпекаем на разных температурах. Сначала 10 минут при температуре 190 градусов, а затем 30 минут при температуре 130 градусов. Вообще вы лучше знаете вашу духовку, поэтому корректируйте время и температуру.
Готовый пирог оставляем с открытой дверцей для равномерного остывания до комнатной температуры. Затем убираем в холодильник на пару часов. При приготовлении чизкейка часто допускают две основные ошибки. Первая – это не допекли. Тогда сливочная начинка будет жидкая. Но если у вас жидкий только центр, то это нормально, и в холодильнике чизкейк застынет. Второе, наоборот, передержали в духовке. Выглядит это вот так. Сырная начинка становится больше и поднимается выше боковых стенок. А при дальнейшем остывании пирог осядет, и сливочный центр уменьшится в размерах, отойдя от стенок. Выглядит это ужасно неаппетитно. Чтобы избежать этих проблем, при первом выпекании чизкейка время от времени поглядывайте на него, аккуратно приоткрывая дверцу духовки. Увеличиваться в размерах он не должен. Итак, вернемся к нашему пирогу. Мы его достали из холодильника. Форма у меня разъемная, вытаскивать удобно. Перекладываю его на тарелку и буду готовить карамельную заливку. Беру 80 мл жирных сливок, не меньше 33%, и добавляю в сливки столовую ложку меда. Прогреваю в микроволновке до горячего состояния, примерно градусов 60. Мед хорошо растворится в сливках. Теперь надо растопить сахар. Берем сотейник с толстым дном и готовим 50 грамм сахара. Высыпать в кастрюлю будем частями. Ставим на средний огонь и высыпаем часть сахара. Сахар начнет практически сразу плавиться. Постепенно добавляем еще сахар. Должен получиться вот такой однородный сироп. После этого снимаем с огня. И теперь самое интересное. Добавляем горячие сливки. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Очень важно вливать понемногу и сразу быстро перемешивать. Иначе, если влить все сливки сразу, то сахар мгновенно застынет и станет твердым, как леденец. У нас получилась вот такая карамель. Пока она охлаждается до комнатной температуры, подготовим желатин. Берем 10 мл теплой воды и высыпаем в нее 2 грамма быстро растворимого желатина. Я растапливаю желатин в микроволновке примерно 30 секунд. В остывшую карамель вливаем растопленный желатин и перемешиваем. Теперь осталось налить карамель сверху на наш чизкейк. Получается очень красиво. Аккуратно наклоняем в разные стороны, чтобы карамель растеклась по всей поверхности. Теперь ставим в холодильник и ждем застывания. Минимум поставить на пару часов, а лучше оставить на ночь. Пирог получился красивым, очень легко нарезается, даже нож смачивать не пришлось. Чизкейк можно украсить любыми ягодами или полить вареньем. Будет еще вкуснее. Впереди вас ждет подробный пошаговый рецепт. Его удобно поставить на паузу и можно начать готовить.
Чизкейк по этому рецепту готовится просто, а получается очень вкусным. Приятного аппетита! Ну все, всем пока!